Сотни тысяч лет первобытные люди изготавливали орудия из древесины, костей и камня. Металлы были им неизвестны. Правда, порой они находили желтовато-красные камни, которые могли цениться в первобытном обществе из-за своей красоты и редкости. Это были медные самородки. Для первобытного человека они являлись необычными камнями. Под ударами куски меди не раскалывались на части, а лишь меняли форму. На следующем этапе развития самородок попал в огонь. Никто не знает, как это произошло. Но люди обнаружили, что нагретый кусок меди стал лучше поддаваться ковке. Поэтому люди начали делать из них примитивные медные украшения. Стремясь увеличить температуру нагрева, люди научились плавить медь. Для этого самородки засовывали в глиняный сосуд, засыпали древесным углем и ставили в раскаленные угли. Затем расплавленный металл заливали в формы. Получаемые таким образом медные орудия оказались более эффективными, чем каменные. Например, медным топором можно было срубить сосну за 5 минут. Это в 3 раза быстрее, чем камень. Но медь слишком мягкий металл. Инструменты из нее быстро стачивались и затуплялись. Вот почему медный век был довольно короткий, а большинство орудий по-прежнему оставались каменными. Однако, если в медь добавить, к примеру, олово и расплавить, то получится гораздо более прочный материал – бронза. Изобретение бронзы положило начало нового периода мировой истории, получившего название «Бронзовый век». Но олово было не везде, поэтому его заменяли мышьяком, свинцом, никелем и цинком. Особенно популярна была мышьяковая бронза, сплав меди и мышьяка. Но пары мышьяка ядовиты. Хромота, проблемы с суставами стали профессиональными заболеваниями мастеров-металлургов, работавших с мышьяковой бронзой. Не случайно, что у древних греков бог-кузнец Гефест был хромым. В результате открытия бронзы добыча меди резко увеличилась. Ее научились получать из руды, которую добывали под землей, а затем плавили в специально построенных печах. Расплавленный металл заливали в формы, создавая изделия гораздо более прочные и долговечные, чем каменные орудия. Поначалу из бронзы делали только украшения. Затем стали изготавливать и оружие – мечи, кинжалы, топоры и копья. К концу бронзового века появились шлемы, щиты и панцири. Они были совсем у немногих воинов. Как считают ученые, бронзовое защитное вооружение вряд ли применялось в бою, а использовалось лишь для военных церемоний. Для быстрого передвижения были придуманы двухколесные боевые колесницы. Бронзовый век стал временем глубоких изменений. С бронзовыми топорами люди могли расчистить от леса больше пространства, а на освободившемся месте построить больше жилья, вспахать и засеять больше полей, держать больше скота. Были одомашнены овцы и козы. Это дало людям мясо, молоко, масло и сыр. Еще люди приручили лошадей. А к концу бронзового века научились делать телеги с колесами. Землю вспахивали упряжки быков, тянущие металлические плуги. С бронзовым серпом уборка урожая стала не такой трудной, как во времена каменных серпов. В бронзовый век было изобретено орошение, что позволило увеличить урожаи. Такие изменения в сельском хозяйстве привели к появлению большого количества еды. Население стало быстро увеличиваться. Небольшие деревни или поселения постепенно расширялись до целых металлургических провинций. Это большие территории, где люди изготавливали характерные для каждой области инструменты и оружие. Также в этот период возникают первые крупные города. Большое количество людей смогли построить дворцы, храмы и другие величественные постройки, ставшие археологическими памятниками. В бронзовый век активно развивается торговля. Основные торговые пути проходили по морям и рекам, что привело к появлению первых парусных судов. Считается, что в бронзовом веке зарождается первая письменность. В Месопотамии возникает клинопись, а в Египте изобретают иероглифы.
Появляются новые ремесла. Был изобретен гончарный круг. Развивается ткацкое дело. Люди начинают делать одежду из ткани, вместо того, чтобы использовать шкуры животных. Наскальная живопись тоже изменилась. Появились разноцветные рисунки зверей, орнаменты, скульптура. В бронзовом веке появилась монументальная архитектура. Были созданы конструкции из больших каменных блоков. Они назывались мегалиты. Мега означает большой, а лит — камень. В начале бронзового века были одиночные мегалиты — мингиры. Позднее мегалиты приобрели форму дольменов, когда горизонтальная каменная плита ставилась на другие камни. Самые сложные каменные строения — кромлихи — сооружали целыми родами и племенами. Самым известным является Стоунхендж, располагающийся в Англии. Эпоха бронзы завершилась катастрофой бронзового века. Почти все существовавшие цивилизации исчезли, торговые пути разрушились, многие достижения науки и техники оказались утрачены. Резко понизился уровень жизни и численность населения. На огромной территории наступает период темных веков. Было выдвинуто несколько объяснений причин произошедшего коллапса. Серия разрушительных землетрясений, климатические изменения, приведшие к засухам, неурожаям и голоду. Вторжение захватчиков, которые нападали на поселения и разрушали их. За относительно короткое время весь прекрасный бронзовый мир растворяется. Великие царства сменились небольшими городами-государствами, а на смену бронзе постепенно пришло железо. Но об этом мы расскажем уже в следующий раз. До свидания!